После теракта в Крокус-Сити-Холл в России произойдет ограничение прав и свобод в России в любом случае, вне зависимости от того, кто на самом деле устроил теракт. Были у этих обезьян контакты в Украине или не были? Предоставили им оружие с российской стороны под чужим флагом или с украинской стороны, неизвестно. И то, что они пытались сбежать в Украину или Беларусь, еще ни о чем не говорит. Российские спецслужбы под чужим флагом могли организовать и спонсировать их оружием и деньгами с территории Украины. Российские спецслужбы могли проплатить кого-то в Украине, благодаря коррупции из числа симпатизирующих России. Эти действия могли организовать какие-то отдельные сотрудники украинских спецслужб по своему желанию. Достать 4 калаша в воюющей стране – это не проблема. Это могли сделать действительно какие-то религиозные фанатики, воспользовавшись случаем, за Сирию и войну с мусульманами, пользуясь военными действиями, в которых участвует Россия, и доступностью оружия. Генерал СВР сейчас вообще выпустил видео, в котором утверждает, что российское руководство не знало о готовящемся теракте, что это явилось для них полной неожиданностью. Подробности он пока не рассказывает, но приводит пример с собакой, которая укусила своего хозяина, подразумевая под собакой террористическую организацию ИГИЛ, а под хозяином путинский режим. Потому что путинский режим долгое время заигрывал с террористами в Сирии и на Ближнем Востоке, спонсировал многих из них, вербовал многих из них в тюрьмах Таджикистана для совершения терактов в других частях земного шара. Также генерал СВР ссылался на свои предыдущие публикации 2021 года, где он подробно рассказывает о том, как ФСБ занималась вербовкой террористов ИГИЛ в тюрьмах Таджикистана, как они устраивали теракты и провокации на Ближнем Востоке, чтобы организовать побег беженцев в Европу и таким образом провести гибридную атаку на Европу, завалив все европейские страны беженцами. Подробнее расскажу об этом в своем следующем видео. Там и пример с самолетом Когалым Авиа, который террористы взорвали 31 октября 2015 года, и это организовал путинский режим. В общем, после нескольких дней разбирательств, финальная версия того, что произошло в Крокус-Сити-Холл, выглядит так. Путинский режим имел связи с этим ответвлением ИГИЛа под названием Вилаят Хорасан, а потом просто потерял возможность их контролировать, тех, кого вскармливал долгие годы. И игиловцы устроили теракт на территории России по своим каким-то мстительным мотивам, о чем российское руководство не знало. Были ли там замешаны какие-то представители спецслужб российской стороны или украинской, пока неизвестно. Как только более детальная информация появится, я вам о ней сразу расскажу, так что подписывайтесь. Посмотрите, например, на эту фотку. Вы заметили, что у игиловцев поднята к небу левая рука, хотя палец вверх надо поднимать правой. Это буквально все знают. Это видно по фото, и оно не отзеркалено, поскольку флаг нормальный. В исламе левая рука считается грязной. Ей нельзя указывать на Аллаха, только правой. Поэтому все это выглядит очень странным. Что угодно могло быть, и каждый из этих вариантов поставил российских силовиков в тупик, потому что они напрочь отвыкли и разучились воевать с настоящими террористами, а привыкли воевать со школьниками, пенсионерками и сторонниками Навального. Но понятно здесь только одно. Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы обернуть эту ситуацию против Украины и еще больше ограничить права и свободы людей в России. Второй вывод. Неспособность защитить страну. Начнем с того, что спецслужбы и полиция добирались до Крокус-Сити-Холла около часа, несмотря на то, что сообщения об атаке поступили сразу же после ее начала. Не говоря уже о множестве районных отделов полиции вокруг и участка полиции в метро, которое находится прямо рядом с Крокусом. А также о том, что вооруженные сотрудники Росгвардии должны охранять торговые центры. Где это все? Где были все эти люди? Куда они убежали сразу после начала атаки? Ведь заложников не брали, требований не выдвигали, а просто бежали и стреляли во все стороны. То есть любые сотрудники полиции по закону должны были залетать в здание с калашниковыми и стрелять по террористам. Но этого не произошло. И не происходило целый час. И интересно почему? Хотели дать настрелять, что ли, побольше? Я не понял. А штурм начался тогда, когда террористы уже давно убежали и были далеко от Крокуса. Террористы спокойно покинули торговый центр, сели в белое Рено, поехали по МКАДу до съезда на Киевское шоссе, потом в Брянскую область. Автомобили они при этом не меняли. До Брянской области, где их остановили, ехать без малого 5 часов. На шоссе десятки камер наблюдения, как и на МКАДе. И все это время их даже никто не пытался задерживать. В ФСБ заявляют, что это было сделано специально, так как в Брянской области готовилась засада на террористов.
Ну, слушайте, если для организации засады на один маленький Рено российским силовикам нужно 5 часов, а после засады трое из этих террористов умудряются потом бежать в лес, где их ловят еще минимум 1,5 часа, то странно, что РФ еще не разнесли в щепки. Третье. Взятки и халатность убили в Крокусе больше людей, чем террористы. Свет в зале и помещениях рядом с ним не отключился и не включилось аварийное освещение. Это означает, что система аварийного пожаротушения была обесточена или вовсе не встроена. Если бы система пожаротушения сработала так, как положено, то за 2 минуты на каждый квадратный метр горящей площади было бы выброшено 100 литров воды. Это способно погасить любой пожар. Но, разумеется, при работающем освещении сброс воды невозможен, потому что он привел бы к короткому замыканию и гибели множества людей в помещении. Однако переход на аварийное освещение не был запрограммирован, а значит, не работала и система пожаротушения. Известно, что множество людей задохнулись угарным газом внутри здания. Таких жертв уже больше, чем погибших от огня террористов. Ничего подобного не могло и близко произойти в здании, построенном по закону, потому что все подобные здания снабжаются системой принудительной вентиляции. Это окна и люки, которые отстреливаются автоматически, если детектор определяет повышенный уровень угарного газа внутри. В крыше открываются специальные отверстия, и опасный газ уходит в небо. Работает эта система даже без электричества на сжатом воздухе. И то, как сгорел Крокус, показывает, что при его отделке были использованы самые дешевые китайские материалы. Стекловата, пластмасса, оплетка кабелей, запрещенные к использованию в общественных зданиях. И причина запрета – горючесть. В Европе давно используют негорящие стекловату, пластмасса и другие компоненты. Да, они дороже, но они не горят при пожаре. Поэтому нет ничего удивительного в том, что семья Агаларовых, владеющая Крокусом, так и не сдала формально в эксплуатацию этот самый концертный зал. Он числился как строящееся здание. Видимо, размер взяток для приема такого опасного объекта превышал все разумные пределы, и Агаларовым было дешевле продлевать статус строящегося здания, чем сдавать его в эксплуатацию с таким количеством нарушений. В итоге большинство жертв в Крокусе погибло не от рук террористов, а от преступной халатности владельцев Агаларовых и контролирующих органов, то есть от коррупции и беззакония. Четвертое. У людей отняли право на боевые пистолеты и огнестрельное оружие. В каком-нибудь Техасе в США или в Аризоне, где кольт 45-го калибра висит на поясе у многих взрослых мужчин, а люди повально вооружены, такие теракты даже представить себе сложно, когда какие-то паршивые 4 террористов с калашниковыми убивают 154 человека и еще сотни раненых и пропавших без вести. Это немыслимо. Они были бы застрелены сразу на входе, тем более, что они были даже без бронежилетов. Да, возможно, они успели бы по кому-то выстрелить и даже убить несколько несчастных, но уж точно счет не шел бы на сотни. А в России вся эта охрана, а тем более гражданские люди, оказались полностью не способны себя как-то защитить. И даже если охотничье оружие и есть у некоторых в сейфе дома, то в таких ситуациях оно им никак не поможет. Пятое. Исламизация общества. Мигранты замещают русское население. Происходит стремительная исламизация общества в России умышленными действиями путинского режима. Русские стремительно и целенаправленно замещаются мигрантами из Средней Азии и Ближнего Востока, исламистами. Один из террористов работал парикмахером в барбершопе. А русских людей отправляют на преступную войну со славянами в Украину. Сажают в тюрьмы за политические действия, вынуждают покидать Россию, эмигрировать из страны. Уничтожают всю рождаемость в стране, потому что у русских людей нет денег завести и содержать детей. А жить в беззаконии люди отказываются. Нет никакого развития в стране. Уничтожена наука, образование, медицина, промышленность. В то время как среднеазиатам повально раздают российское гражданство, набирая себе лояльный и молчаливый электорат, который будет терпеть всю коррупцию и беззаконие и правильно голосовать на выборах. Или вообще не придет на выборы, позволит их подделать. Путинский режим буквально выжигает и разрушает страну стремительно, уничтожая русских людей миллионами. Весь народ, всю нацию. А русский народ при этом смотрит пропаганду и даже не думает возмущаться, считая главными врагами западный мир, Америку и Великобританию.